Болгария– это очень красивая и богатая на природу страна. Здесь можно покупаться в чистом Черном море. Еще можно отправиться в хайкинг по горам и даже побывать в историческом городе под названием Несебр. В этом выпуске мы постараемся понять, почему многие европейцы стараются сюда приехать на целое лето, а не едут в другие страны Европы. Еще мы пообщаемся с местными жителями и распробуем эту страну на вкус. И, конечно же, посмотрим, какие здесь цены. Привет, это Алексей. Сколько в месяц, где-то уходит на семью? 700-900. Это без ночных клубов, да? Да. Памперсы, пеленки и покушать. Ну, да. Сколько тебе сантиметров тут? Говорит, вот так, да? Как сказали мужики, вот так. Ну, кстати, познакомьтесь, жена Алексея. Так получилось, что они жили в Одессе, сейчас приехали работать. Расходы. Да, 200 расходы. квартира зимой. Да. У нас был такой период, когда там сильно денег не было. Париж улыбается на каждый наш клик. Вместе с нами портфельный, жизнь, чтоб не пропустить. Привет, это Алексей, знакомьтесь. Хочу поговорить и рассказать вам о Болгарии, с местным жителям Болгарии. В общем, да, вы откуда сами? Можно, кстати, на ты? Да, можно. Можно на ты, все. Я тоже с Донецка, очень приятно. Что, в каком году сюда переехали вообще? Пару лет назад. И как оно тут? Там блин, хорошо. В Болгарии да? хорошо. Да. Люди хорошие, природа, Уже в Европе, море. можно будет сказать, да? Да, почти европейцы. Ну, а сколько в месяц, плюс-минус, вот, где-то уходит на семью? Да, ну, в среднем Ну, чек такой-то. 700-900. Это без ночных клубов, да? Да. Чисто Это покушать, заправиться. Памперсы, пеленки и покушать. Ну да, смотря какой состав семьи. Кстати, Леш, хотел спросить, а кем ты тут работаешь? Брокером. Ну, Брокером. это занимается человек недвижкой. Да, полностью недвижкой по Продажа продаже, и аренда, покупка да? и продажа. Продажа. Нет, аренда нет. Кстати, Только рассрочки есть покупка и Болгарии? продажа, да? Для украинцев? Да, до 10 лет. Обалденно, вообще супер. Без А какой проблем. взнос? От 10%. Супер вообще. Можно обсудить по каждому комплексу индивидуально. Мгм. Отлично. А какой плюс-минус тут первый взнос идет? Ну, от студии там в районе 10-12 тысяч и двушки где-то 25-27. Нормально. Супер. Я вам советую это агента по недвижимости. Если кому интересно, ребят, вот здесь будет ссылочка с его номером и сайт, его рабочей странички. Можете обращаться, у него более, наверное, 20 квартир в месяц, продается, сдается, меняется. Такой вопрос, а поначалу, когда только приехал, сразу работал в агентстве? Или какая-то, в на ресторане старте была? работал. В ресторане? В ресторане работал, То есть всё можно хорошо. найти, да, обычно Полно. работу? Сейчас летом, кстати, в этом году 2000 мест. Обалдеть. Рабочих мест все готовы, пожалуйста, даже без документов помочь, Обалдеть. оформить все. Никто не А там хочет. почасовая или... Почасовая есть Почасовая, ставка да? и процент. Да. И сколько там? Ну, в если не среднем, секрет. ставка у официантов где-то 600-700 лево. Мгм. Вот. Ну, это на а то два все делить. процент. Да. 350 евро 350 и евро процент. плюс сколько ты наработал? Меньше да? 1500 лево никто официантом не зарабатывает. Ну, и даже э, зимой. Ты знаешь, А летом это, Да. я думаю, не меньше 1000 евро. по сравнению, да, типа кажется, 1000 евро. Ну, а расходы? Да, 200 расходы. квартира зимой, Да, у тебя да. 800 остается, плюс какие-то страховки, там еда, все, ты все равно можешь туда Ну, же конечно. вложить. Просто если взять то, что я там в Бельгии живу, проживаю Я сейчас понимаю. временно, да, и типа Там кажется, цены 100 другие, тысяч, конечно. немного, как бы там квартира Не, стоит 1000. нормально. И средний В плане- чек в магазине. У меня официанты работают, вот даже сейчас парень из Донецка Мгм. работает, девочка его работает, и жена. Да. У них тоже так получилось, что они жили в Одессе, сейчас приехали работать. Всё. Купили вот сейчас машинку, работают вдвоем. Реально, это без всякого. Нет, для Болгарии это хорошо. Всё. И скажу так, что они даже после Одессы говорят, они там 250 у них квартира стоит, плюс там машина, плюс страховки, плюс все. Вдвоем работают, по 1500 даже 2000 лево зарабатывают. Могут Болгария это жить неплохо, и даже для Болгарии и для всех остальных стран это все. Да, мы чуть позже сходим в магазин, я вам покажу цены на продукты, чтобы вы понимали, что с 1000 евро здесь есть что делать. Хорошо, да, 100%. Абсолютно. Да, мы вот прикидывали, у нас был такой период, когда там сильно денег не было. Да. Я скажу так, мы там экономно, когда кушаешь, там готовишь все, только это вообще абсолютно зимой. Ну, в принципе, зимой, наверное, в таком... И цены здесь чуть эти другие, власти, зимой курорт, он дешевле. закрыт, да, Зимой например? дешевле. Нет, во Нет? власти все работает. Всё В работает? этом году даже и в Еренте магазин работает. Круглогодичный, причем они там мясо возят, рыбу возят,
все есть, все хорошо. 5, потому что там управляющий, ну там своеобразно, они с квадратами, ну 35 квадратов. Вот, по цене не хотят где-то 34 тысячи. Вы когда сюда поначалу переехали, ну, с самого начала, ну, с семьей, понятное Да. дело, была какая-то в Болгарии там помощь, какие-то закрылы? или Ничего как-то, не да? было, Вообще абсолютно да? ничего не было, там были минимальные выплаты, 100 лет На какие-то покушать, на да? продукты И давали, то там... и Мгм. где-то А по жизни? 125 евро давали на продукты, единоразовая помощь. Там, на всякие, Один раз, да? Да, просто это в подъезд? евро. Да. Вот. А в основном, в принципе, по жилью давали только Мгм. там малообеспеченным каким-то семьям, у кого Мгм. проблемы там, в принципе, негде было жить, Мгм. без работы все, а в основном все Ну, а селили как? Арендовали. В отеле, да, если кому-то отели нужно? селили, но до лета, летом понятно. Уже получается, сезон начинался. Летом сезон начинался, Да, их переселяли в зимние курорты, Мгм. потом зимний курорт начинался, переселяли в летний курорт, туда и все. Говорят, давайте заезжайте, все, Мгм. поселили, сейчас давайте деньги платите, доплачивайте, посуду мойте, порядки наводите. Там они кушать готовят 2-3 раза в неделю. Кстати, а Ребята свой такие. бизнес для украинцев реально? Да, тут нет зам- проблем, открываешь Можно хоп, открыть. да, даже по закрылью открывают. И без сколько проблем. денежек? Нужно с адвокатом. С адвокатом, потому что Ну, я всё слышал, меняется, где-то но в 400, среднем, 400-600 евро это открытие, и Мгм. потом уже сопровождение, Видео, когда что, говорите, там и да, все остальное. бухгалтер, в общем, все Да, дела. абсолютно. Примерно так. Плюс-минус. Мгм. Не могу сказать точно, но примерно так. Ну, многие люди вон с Одессы все пооткрывали. Я вижу, кстати, я вам покажу, потом пройдусь по территории, какая тут диаспора украинских автомобилей. Чтобы вы понимали, сколько Да, тут и живет наших людей. магазинов детских, ну, как минимум тут на побережье, Мгм. в Святом Власти, 6-7. Ну да, и салоны, я 6-7 смотрю. украинских ресторанов, 3-4 точно знаю. Суши, украинских кстати, салонов. спасибо. Суши. Да, да, потом советую Потом попробовать. суши-бар отдельно открылся Да. уже как ресторан. Мгм. Все хорошо. Рыбу возят с Одессы. Привоз. Все на месте. Круто. Замечательно вообще. Да, Почему нет? приезжайте, пробуйте. Я, в принципе, Реально, если вы по поводу того, что сейчас такая ситуация, то приезжайте, пробуйте. В Болгарии все возможно. да, можете сами Вопрос работать, можете желания. бизнес открыть. Есть желание, приезжайте работать. Есть и работа, с работой можем Мгм. помочь. Приезжайте. Кстати, еще вопрос по поводу погоды, понятно, тут я не сравниваю ни с Германией, ни с Бельгией, ни с А что, Нидерландами. тут все классно, кроме зимы. Зимой Мгм. есть пару недель и все. Все остальное Такое время ветра, да? классно. Ветер и дождь бывает. Все А остальное и- время классно. Да. Ну, менталитет понятно. Менталитет я вижу здесь. Очень все похоже, ничего не меняется. Да, никаких Тут сложностей такой с языком. мультинациональный, даже несмотря Да. на машины. всё. Русские немцы, русские болгары, украинцы и так далее. Спасибо, Алексей, большое без за проблем. интервью. Да. Окей, Надеюсь, еще договорились. увидимся. Увидимся обязательно? Все, чао. Ну вот, как и обещали, мы приехали в магазин продуктовый Lidl. Специально вам показать здесь цены. Сравнить их, во-первых, с ценами, к примеру, с Бельгией. И, во-вторых, посмотрим, какой чек в день уходит. И сможем высчитать тогда, какой чек за месяц. Чтобы, как Алексей сказал, на 1000 евро здесь можно неплохо жить. Давайте начнем с хлеба, так как его все покупают почти каждый день. Вот, например, багет стоит 99, это будет 50 центов. 3,99 упаковка. 1 килограмм это 2 евро. Еще можно взять выгодно батон за 89, это 45 центов. Так, картошечка. 80, это 40 центов. Перец болгарский. 2 евро килограмм. Зеленый также 2. 1 евро. Дешевле красного роя. Лимоны 1 евро. Авокадо 3,50 килограмм. Клементин уже 4,90. Мандарин 2,50. Обыкновенный кофе стоит 4 евро. Такая большая. Есть стики по 25 центов. Есть поменьше кофе такое 2,50. Есть капсула. Почти 4 евро. Вот такое стандартное по 6 евро. За 16 капсул. Это сгущенное молоко. Очень 1 евро вкусно. 50 центов, 1,5 евро. Так, кто любит виноградик, 2,50 и 2 евро. Чеснок 5 евро килограмм.
Петрушка 75 центов. Вот он Помидоры вкусный, черри розовый. полкилограмма 2 евро. Черри это ладно, у нас в Бельгии, Вот например, есть- нет розовых помидоров. Есть таких розовые, да, в Лидле помидоры. настоящих. И они Очень вкусные, 2 евро килограмм. К чаю можно взять вот такие простые вафельки. Они будут стоить 30 центов. Смотрите, какие конфеты. Черноморец, Рафаэлка. Вот есть топ-цены на мясо, на телятину, на свежую. Смотрите. Вот такая вот свиная вырезка. 5 евро 50 центов. Вот такие вот рубленые кусочки. 6 евро. Вот такую пачечку можно взять XXL на 1 килограмм за 8 евро. Так, говяжьо-свининный фарш. 500 грамм. 3,50. На мангале, вот если сосисочки жарить. 2,50, 3,50. И такие из свинины 5,50. Ну, например, мы обычно берем курицу, чтобы в аэрогриле быстро что-то приготовить. Вот тут, к примеру, крылышки стоят 2,50. Такие бедрышки стоят 3 евро килограмм. Ну, пачка, вот такая вот пачечка. Такая пачечка выходит 2 евро. Ага, есть такая, как вот видите, домашняя, желтенькая курочка. К примеру, 870 грамм, 4,50 евро выходит. К примеру, если быстро перекусить пиццей такой, 3 евро. Вот такая вот колбаска сыровяленая, 2 евро палочка. Можно взять просто такие вот сосисочки, упаковку за 5 евро, 750 грамм. 4 Гауда, евро, да? смотрите, Вкусно. 2 евро упаковочка. А еще у них есть их сыр такой фирменный, кашкавал. Они его добавляют во всякие выпечки, в общем, очень вкусно. По поводу сладкой воды. К примеру, Швепс такой стоит 1 евро 35 центов, 1,5 евро, спрайт 2-литровый, фанта 1 евро 35 центов, 1,5 литра, кока-кола 1,5 евро, 2 литра, пепси-кола 1,5 евро, 2 литра. Здесь мороженое все поштучно продается. Насколько я помню, у нас в Бельгии нужно было пачками покупать. Но самое главное, хит этого лета здесь это вот 50 центов. Вот такой вот пломбир нереально вкусный, как вот, да, из детства. Просто вкуснятина. А вот сметана, смотрите. Прям написано 400 сметана. грамм, да, 1,5 евро. Вот это класс. Берем. Так, яйца здесь вот стоит, получается, яйца. Размер М это 2,75, это такие 10 штук. А есть большие такие лотки по 4,50, 4,70 где-то выходит. Вот таких вот 20 штук. Я хочу сказать, здесь очень вкусная. Да, вот молочная еще продукция. айран. Да и вообще тут молоко очень-очень-очень вкусное. Молоко просто нереально вкусное, вот такое вот. Стоит 1,5 евро. А вот еще яйца по акции. Ну, 4,50, 20 яиц. Так, вот конфетки такие, трюфель. Стоит 3,50. Вот еще есть Моцарт, такие конфетки модные с марципаном. Стоит 2,75. Еще здесь есть обычный кефир, 1 евро стоит. Вот прям написано кефир. Ну, в общем, такая корзинка вам обойдется в 30-40 лев. В нее будет входить хлеб, овощи, фрукты, картошечка, зелень, яички, молочные продукты, кофе и что-нибудь кофе. Если так считать, то приблизительно в месяц расходы будут получаться около 1000 лев. Это 500 евро. И 500 вам будет оставаться. В общем, на этом все. Ребята, до скорых встреч. Улыбается на каждый наш клик. Вместе с нами, пацаны, жизнь, чтоб не пропустить.